Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим вещам, которые ни в коем случае нельзя одалживать, нельзя никому давать из своего дома или квартиры. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что каждый второй допускает эту грубейшую ошибку и в результате получает то, что получает. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, есть определенный список вещей, предметов, которые запрещено одалживать. И даже если вас об этом очень просят, и даже если тот человек, кто вас просит, является самым вашим близким другом, возможно, родственником, возможно, вашей подругой или даже сестрой. И дело не в том, что вам их больше не вернут, сломают или потеряют. Дело в том, что вместе с такими вещами вы лишаетесь вашей энергии удачи, энергии изобилия и достатка. Вы таким образом перекрываете эти каналы. Поэтому обязательно используйте мудрость предков, чтобы не навлечь на себя все то, что мы привлекаем в нашу жизнь. Поэтому никогда не одалживайте такие вещи. И первое, что ни в коем случае нельзя ни одалживать, ни давать, не выносить из дома, ни под каким предлогом, это соль. И вы знаете, многие народные приметы, практики, ритуалы связаны именно с солью. И вы знаете, это неспроста, потому что соль считается сильнейшим энергетическим элементом. Она имеет огромную энергетическую силу и способна влиять на судьбу любого человека. Поэтому, одалживая соль, а затем, когда вам ее возвращают обратно, вы, к сожалению, таким образом можете потерять удачу. Соль впитывает в себя энергетику находящегося рядом человека. И если она у него не очень хорошая, нездоровая, то, отдавая вам соль, он отдает вам и весь свой негатив. Также считается, что, передавая соль из своего дома в чужие руки, вы отдаете энергетику дома, опустошаете дом, а взамен получаете негатив и неприятности с чужого дома. Если у вас нет возможности отказать в просьбе отсыпать продукт в долг, то тогда поставьте пачку соли на стол и пускай человек самостоятельно отделит себе необходимое количество соли. И вы должны подарить эту соль. Скажите, что отдавать не нужно ни в коем случае. И ни в коем случае не берите обратно, ни под каким предлогом. Далее посуда. Вы знаете, посуда – это только семейная вещь, которая заряжена и хранит в себе энергетику вашей квартиры. Поэтому, если вы даете в пользование другим, то все равно вы таким образом делитесь энергией своего дома. И когда вы одалживаете посуду, вы не только нарушаете энергетику дома, но и навлекаете на себя череду неприятностей. Тем самым вы отдаете поток энергии, который был предназначен вам самим. Еще с давних времен давать посуду в долг означало отдавать свое семейное счастье другому человеку. И если у вас в доме появляются неудачи и конфликты, поэтому, если у вас просят одолжить посуду, лучше отказать в такой просьбе. Но если вы уже поделились посудой, то попросите не возвращать ее пустой. Пусть вам в нее положат хотя бы конфету. И когда вам ее вернут, обязательно ее
промойте под проточной водой, а только потом уже используйте у себя на кухне. Далее веник. И вот именно этот предмет никогда не должен покидать ваш дом, потому что защита вашей семьи и дома находится и в венике. И передав веник в чужие руки, вы лишаете свой дом защиты. Веник выполняет функцию именно очищения дома, а также отвечает за ваше финансовое благополучие. И одалживая веник, вы подвергаете себя и свою семью череде неудач. Также не стоит позволять подметать полы в вашем доме людям, которые в нем не живут. Веник можно отдавать, только он, если вам не нужен, и вы его готовы выкинуть. Далее украшения. Помните, что металлы, драгоценные камни и даже бижутерия, возможно, она будет самая дешевая, сильно впитывают энергию хозяина и информацию о нем, а также подпитывают энергетическое поле человека, который носит эти вещи и очень не любят смены владельцев. Поэтому, если вы одалживаете кому-то свои украшения, то таким образом вы делитесь своим счастьем, благополучием и удачей. Также плохо и даже опасно покупать для себя старинные украшения, которые имеют какие-то загадочные истории, связанные с их владельцами, или украшения о хозяевах, которых вы абсолютно ничего не знаете. И некоторые из них способны навлечь на вас всевозможные несчастья, неурядицы в финансах и в личной жизни. У вас все пойдет наперекосяк. Поэтому, чтобы потом не думать, почему у вас перемены, и эти перемены не радужные, то просьба: не одалживайте украшения никому, лучше сразу откажите. Далее деньги. И здесь мы не говорим о том, что нельзя одалживать деньги вообще, а мы говорим о том, что есть конкретные дни, когда одалживать деньги неправильно, потому что они будут уходить от вас, и вы никогда их не вернете. Деньги нельзя одалживать даже самым близким родственникам своим перед Новым годом, в ваш день рождения, в великие религиозные праздники, когда убывающая луна, а также после захода солнца. Если вы одолжите деньги в эти периоды, все это приведет в будущем к денежным проблемам. Категорически нельзя давать взаймы, даже если у вас остались и последние деньги, так как этим вы показываете деньгам, что не нуждаетесь в них, и в результате чего вы можете просто-навсего распрощаться со своей финансовой стабильностью и удачей. Далее последний кусок хлеба. Делиться хлебом можно и даже нужно, но существуют определенные правила, которых стоит все-таки придерживаться. Если даже традиция с хлебом и солью встречать почетных гостей, то некоторые религии учат делиться хлебом даже с врагом. Однако никогда нельзя отдавать последний кусок хлеба. Отдав его, вы таким образом привлекаете в свой дом безденежье, лишаетесь удачи, успехов и благополучия. И когда голодный человек просит у вас хлеб, обязательно отделите ему кусок, но не отдавайте весь. Хлеб нельзя давать через порог и после захода солнца. Это приведет к разочарованиям и неудачам. Последний кусок хлеба всегда должен оставаться в доме, только для вас и для тех, кто с вами живет. Вы должны понимать, что когда вы даете свои личные вещи в долг, вы рискуете поделиться с другим человеком, даже самым близким, самым любимым, родным, добродушным,
частью вашей энергетики. И таким образом вы отдаете из дома достаток, изобилие, благополучие. Поэтому лучше все-таки не рискуйте и не одалживайте эти вещи и предметы, если у вас нет уверенности, что человек тот, которому действительно можно одолжить, чтобы не рисковать своим благополучием. Обратите внимание на эти нюансы. Друзья, прямо сейчас вы видите на экране два прямоугольника. Это следующее рекомендуемое видео для вас. Обязательно переходите, смотрите, много полезной и важной информации.